Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Разобрала посуду и сейчас буду готовить завтрак. Ну, такой первый завтрак. Какао без сахара и с молоком. Это полезно, не калорийно практически. Какао у меня где-то по 4 грамма. Ну, не где-то, а точно. Я просто с водой размешиваю. И большая часть в чашке будет это вода. И немножко молока. 1,5%. Получается очень вкусно. Вот. Сейчас как раз смотрю, сколько молока получится. Надо его потрясти немного. Молоко очень хорошее. От марки «Каждый день». Мне нравится. Так, ну и специи, корица. Тоже самую малость. И творог. Красная цена из 5. По мне это лучший творог. Так, ну и я все в программу вношу, сколько чего съела по калориям. Ну и вот сейчас взвесим творог. И сметана. Сметана, кстати, красная цена, очень удачная, не всегда бывает. Но вот сейчас да. И ягоды, черноплодная рябина. Тоже все сейчас взвешу для точности. Вкусная очень ягода, мне нравится. Ну вот и завтрак. Вкусный, яркий. Это салфетки из Fix Price, новенькие абсолютно, куплены давно, когда еще все там было дешево. За окном вот так, еще раннее утро, и узор еще сохранился, но уже оттаивает. Сейчас буду готовить суп. Вот эта картошка, кстати, меньше 10 рублей стоила, ну, может, без 1 копейки, но, в общем, факт тот, что очень дешево. Она лежала в холодильнике. Хорошая картошка. В общем, я пойду сегодня гулять, моя задача сейчас все приготовить и быть свободной. Картошку уже режу, она нормальная, чистая, никаких претензий. И еще тут решила почистить. Не хватило. Ну, мне показалось, будет маловато. Тоже я все это в калькулятор калорий заношу, в раздел микшера рецептов. И это позволяет уже потом каждый день спокойно есть суп и просто взвешивать именно суп. И по калориям все будет точно. Ну, это очень удобно на самом деле. И интересно. Потому что вроде, например, мяса нет здесь, при этом будет яйцо, целых даже 2 яйца, поэтому более калорийно получается. Я решила тут прибраться, потому что когда за кадром, что, ну, знаете, проще. На камеру снимаешь, штатив занимает место лишний раз, тоже на маленькой кухне не повернуться. И все наставлено, и как-то пачкается быстрее. А я этого не люблю, в общем, решила сделать паузу. Тут прибраться, немножко все протереть. Так приятнее гораздо. Ну и здесь на холодильнике, потому что от кофеварки брызги летят. Что-нибудь взвешиваю вечно. Тоже протру. И хорошо. Решила помыть посуду сразу, потому что тоже не люблю, когда все навалено в раковине. На чистой кухне готовить гораздо приятнее. Так что сейчас быстренько помою. Сварила себе на вечер гречку. Убираю в контейнер.
И сейчас буду гречку варить для собаки, потому что тоже вечером приду и заниматься этим совершенно неохота будет. И некогда, потому что приду, скорее всего, поздно. Я ему гречку тоже взвешиваю, потому что храню ее в банке, а пачки хватает на 3 раза. И сейчас на освободившееся место я из пакета гречку пересыпаю. Это для собаки. И себе еще в свой контейнер немного тоже заканчивается. БЖУ заношу, так как другой производитель. Так, ну все, можно убирать уже. Так, и собачью. Банка удобная. Сейчас буду варить собаке гречку, как раз вот воды наливаю. И в суп воду. В расчете она тоже учитывается для точности. Ну и да, овощи у меня, суп и гречка собаки. Сейчас скрашусь, не буду использовать тушь. Она меня, конечно, не подводит, хоть не водостойкая, но все-таки буду с горки кататься, снег в лицо, так гораздо проще, только тон. Время уже взбивать яйцо. И в суп вливаю тоненькой струйкой, чтобы яйцо не было комком. Суп вкусный, можно есть со сметаной или с майонезом. Я ем только со сметаной, майонез я не употребляю вообще. Но тут кому что нравится, это не принципиально. Кому как. Отлично. Так, это овощи мне на вечер. Контейнер с собой, вареники с творогом, ой, с картошкой. От метро Динамо на ЦСКА иду, Арена Плаза закрыта. Туалет посетить не удалось. Вот такая красота в парке Ходынское поле. Реально красиво. Так, тут тоже здорово. Все, сейчас пойдем посмотрим поближе. Ну, в том году такой же шарик был. В общем-то, стандартно, но здорово. Хорошо, кто тут живет рядом, такая красота. Сейчас тогда идем ближе смотреть. Елка, конечно, красивая. Ну, а тоже в районе полно, но вот так, чтобы рядом с домом. Один раз только такое было, очень давно. В конце 90-х или в начале нулевых. И вот мое отражение в шапке с ушами и с намордником, с медвежачьей физиономией. Продолжаю гулять, на меня тут на ватрушки наехали. Контейнер в смятку. Так, это другой день, мой завтрак. Такой йогурт, какао. И сейчас я позавтракаю, ягоды, конечно. Вот, рябина черноплодная. Йогурт у меня вот такой. Сейчас я позавтракаю и покажу покупки, которые я сделала. Йогурт чисто такая случайная вчера покупка в пятерочке на лету, в которой нет кассиров, но там и выбора вообще никакого. Я зашла за кофе, ну и чтобы купить халявный кофе, чтобы он считался халявным, надо взять что-то еще. Сейчас покажу покупки, но самые простые, бытовые. То, что я к Новому году докупала, я отдельным видео покажу. В общем, взяла себе еще печень куриную, троекурово. Ну вот в прошлый раз, ну сколько? По сути, пару дней назад я брала, ну не так давно, такая упаковка, ну вроде троекурово тоже, наверное. Стоила 119, это уже 139 рублей. Ну, как бы в любом случае она мне сейчас нужна. Вот, хотя я к мясу, ко всему такому равнодушна. Я тушу ее просто, без всяких, я уже рассказывала, без масла и так далее. Просто печень, измельченный лук
и водичка, и сушеный укроп, петрушка, базилик. Ну, то есть я имею в виду, что я не солю, ничего такого не делаю. Вот. Также взяла лечо, повторила, я в тот раз взяла 2 упаковки, 55 рублей, кажется, цена. Мне нравится. Здесь 400 грамм, томаты, перец, кабачок, фасоль зеленая, стручковая и лук. Ну, это как бы чисто дополнение к брюссельской капусте, к брокколи, горошек и так далее. Ну, в общем. Еще я взяла в этот раз овощное рагу. Появилось... Ой, это вот все протекает, сейчас буду убирать. Я поэтому, собственно, сюда и положила. Вот. Овощное рагу. Здесь уже тоже перец сладкий, резанный, кабачок, морковь, томаты, баклажан и лук. Вот. Ну, то есть, что-то здесь совпадает, что-то нет. Ценник тоже 50 чем-то рублей, на пару рублей подороже, чем это. Как-то так. И зеленый горошек чисто отдельно, вот как раз у меня заканчивается, на 1 раз осталось, поэтому я добрала. Также я вчера взяла соевый гуляш, Здоровка марка, это Санкт-Петербург. Здесь 130 грамм, а цена, по-моему, 54 рубля. Я решила попробовать, просто когда-то уже я брала, но это было давно, и мне что-то не понравилось. Но в этот раз я взяла, у меня была другая марка, но оно одинаково примерно, просто не знаю, в общем. Здесь написано, что надо замочить минут на 15, потом отжать и обжарить. Там отдельно лук, еще что-то, и потом все вместе как-то обжарить. Но я не жарю в принципе ничего, то есть в лучшем случае картофельные драники или блины я могу пожарить, но это у меня не естся как семечки, это все замораживается, и там по одной штучке крайне редко. А вот так вот, чтобы я куда-то и могу еще кунжутное масло чисто вот чайную ложку в гречку добавить. А так я ничего не жарю, ничего подобного не делаю. Поэтому я вчера, когда приехала, я буквально там 2 вот такие штучки, я взвесила, 2 грамма получилось, замочила на 15 минут, отжала, и у меня как раз были гречка, овощи тушеные. Я налила чуть-чуть соевого соуса. Здесь, собственно, тоже написано, что подавать можно и соевым соусом. И просто обмакнула. Вы знаете, очень вкусно. Мне прям понравилось. Хотя вообще, вот на эту марку очень хорошие отзывы. Я, честно, думала, что мало ли, там было за 100 с чем-то рублей. Я взяла за 50, думаю, ну, как бы мало ли будет плохо. Нет, прям отзывы вообще потрясающие. Единственное, что везде значится, что в составе должна быть мука соевая. Здесь так и есть, но почему-то везде заявлено, что калорийность чуть больше 100 калорий. Но вообще здесь 298 калорий. И опять же, когда я это уже в метро ехала, прочитала, я думаю, наверное, какую-то ерунду купила. Но нет, люди очень хвалят, без ГМО. Я, конечно, не собираюсь переходить на это полностью, потому что, как минимум, по калорийности это, если верить, описанию, это более калорийно, чем какая-нибудь там говядина, например, потому что там как раз, вроде как, опять же, если верить, грубо говоря, Яндексу, то та же самая говядина менее калорийна, чем вот это. Вот. И, как бы на 100%... пока я склоняюсь к тому, чтобы совсем вегетарианкой не становиться. Это точно. Я скорее, знаете, за такую золотую середину, потому что, многие говорят, что зверюшек жалко. Да, безусловно, жалко. А кто-то, наоборот, постоянно ест мясо. Я считаю, что сами зверюшки, они, хищники, они же в живой природе едят вообще не ежедневно, что удается, когда поймать, изловить, скажем так.
И, в общем-то, они, по сути дела, убивают ровно столько, сколько они съедят. То есть поймали, съели, какие-то остатки остаются, это доели другие зверюшки, птички доклевали и тому подобное. То есть такое безотходное производство. А люди это превратили уже, да, в масштабный бизнес, и как бы люди покупают это, и шашлыки и прочее на регулярной основе. И я же считаю, что как раз вот по принципу зверей действуйте хорошо, то есть съедать ровно столько мяса, сколько требуется, ну, по той или иной норме для человека. Тогда это нормально. И тогда это, в общем-то, в какой-то степени полезно, если правильно приготовлено. Поэтому, ну, как бы совсем в вегетарианство уходить я не хочу, но мне, например, неприятен запах той же самой, ну, в общем, мяса. Мне не очень приятно. Но вот сейчас мне пока нужно, потому что отдельно витамины пить не имеет смысла, равно как продуктами поднимать какие-то, да, нужные витамины, компоненты. Это тоже бесполезно, это все хорошо вот в составе. Также я взяла, естественно, в очередной раз стебель сельдерея. Корень брать не стала, потому что у меня он еще пока есть. Еще, да, он стоил 59 рублей, это вообще шикарная цена. Взяла репу, ну, 39 рублей за килограмм, у меня здесь на 18 рублей. Вообще репу в чистом виде я не ем, хотя она мне нравится, но мне как-то на желудок она действует плохо. Хотя я предполагаю, что если бы я ела, ну, как большинство людей в таких, да, как количествах еду, то, наверное, и репу я могла бы есть тоже совершенно спокойно. Но у меня все равно идет дефицит калорий. И, ну, короче говоря, я когда была на сушке, это конец 19-го, по-моему, года, на очень жесткой сушке, я приехала в Питер, и у меня как бы друг предложил мне репу поесть. Ну, говорит, раз уж ты там мясо не ешь, это не ешь, и что-то такое. Ну, короче, говорит, ну, хоть какие-то витамины. И мне не очень было хорошо. Вот, но я тут увидела на канале Ольга 1972, по-моему, так. Замечательный канал, очень ее люблю смотреть. У нее, знаете, такие уютные, спокойные видео. Ну, как бы я понимаю, знаете, я как бы, поскольку, ну, иногда есть, допустим, блогеры, которым прям вот веришь на 100%, иногда понимаешь, что может быть это и какая-то постановка, тут я не знаю, но я как бы спокойно отношусь, потому что кто-то смотрит фильмы, а я смотрю, допустим, влоги. Но мне у нее нравится, у нее такая, она показывает такую спокойную, простую жизнь с такими обычными радостями, там, дача, дома что-то она готовит, убирает, мастерит, ну вот. И она увидела рецепт, там, знаете, пюре, вот она делала картошку, морковку, по-моему, репа и кабачок. И сказала, что очень вкусно. Ну, и я решила тоже возьму как разнообразие. И сейчас покажу, как мне вообще повезло безумно. Вчера я купила как раз-таки кабачки. Я в сезон сделала некоторые запасы, но я их по чуть-чуть, по несколько кругляшков ем каждый день. И они у меня постепенно подходят к концу. И тут я еще думаю, ну, буквально вот пару дней назад заметила, что очередной пакет закончился. Думаю, ну надо же, какая напасть. И в итоге, вчера, вы представляете, на кабачки 89,90. Это вообще сейчас подарок. У нас цены были по 200 уже на кабачки. Ну вот я взяла на 104 рубля. Тут вот такие небольшие. У них были вот эти кончики такие, довольно большие, длинные. Ну, понятно, люди их отрывали, и я в том числе. Ну, а что за них платить-то? Ну, они, может быть, и сделали скидку, но, слава богу, люди умнее. Не, ну, правда. Зачем переплачивать за то, что пойдет в помойку? Так, ну и, конечно, повторила покупку своей любимейшей капусты. Уже одну, я в тот раз 2 брала, и
одну уже почти доела. 79,99. Опять же, шикарная цена, потому что уже пару месяцев я рассказывала, что такая капуста была просто слоновьих размеров, стоила более 100 рублей за килограмм и была совершенно отвратительного качества, вся гнилая. В тот раз я вообще идеальную купила, здесь чуть-чуть темная, но это не страшно. Во-первых, она у меня не залежится, она с отрицательной калорийностью, то есть желудок энергии тратит на переработку гораздо больше, чем здесь калорий. В общем, это очень здорово. Как-то так. Сейчас я еще отсканирую покупки. Жаль, конечно, мне мой ланчбокс, но с другой стороны, вот он меня защитил вчера. Я не помню, говорила или нет. Защитил меня от серьезных травм, потому что когда на тебя налетает ватрушка, в которой два взрослых человека, мужик и такая полная женщина, ну не толстая, ну полная, короче, на полном ходу на большой горке, это, конечно, неприятно, но я не пострадала ни капельки, потому что, ну вот у меня рюкзак, они врезались в рюкзак, и ланчбокс у меня, вот знаете, в фикс-прайсе такой квадратный, как вот, ну, вы видели, собственно, в этом, наверное, видео я его и показывала. И за счет того, что там основное отделение и в крышке отделение, то вот как раз крышка эта и пострадала. Она прям вот в смятку. И, видимо, и они успели как-то вот так долбанулись, отлетели, и в сторону их понесло. Вот. Поэтому держатель для смартфона удалось поправить, вроде работает, держит телефон, что тоже плюс. Ну вот как-то так. Еще я купила для собаки куриные спинки. Суповой набор, одну упаковку, просто нужно было много чего брать, и я не стала уже брать несколько. И сейчас еще покажу немножко косметического. Вот такую маску по 39 рублей взяла. Но это я вложу своей ученице в подарок. Такая яблочная. Кстати, схватила и не заметила. Надо было, может, и себе такую взять. Но у меня масок много. Я просто вот хотела, чтобы она попробовала. Взяла. Также я для себя, опять же по акции, взяла от фитокосметик, наверное, да, фитокосметик, серия Superfood, маски для волос. Они были по 14 с копейками. С манго маска, это восстанавливающая. Здесь 20 миллилитров. Потом взяла себе какао, маска для волос питательная. Они все, да, по 20 миллилитров. Угу. И кокосовая, ламинирующая. Вот это я взяла 3 масочки себе. Также я взяла 2 из них на подарок. Вот такую кокосовую одному человечку и другому человечку. Это еще одной ученице. Также и для своей ученицы малинку бальзам взяла. Хорошие бальзамчики. У меня тоже такие были, приятно пахнут. Вот. Ну, просто я уже знаю, да, кому что нравится из учениц. И, соответственно, по интересам дарю. Но насчет маски я знаю, что для одной ученицы актуальна маска для волос, другая вряд ли ей будет пользоваться. Поэтому решила подарить маску для лица, но вроде бы я знаю, что она ими не пользуется, но наверняка будет интересно попробовать. Вот, потому что хочется что-то добавлять и новенькое. А, например, крем для рук, гель для душа, гигиеничка, это вообще всегда 100% актуально. Но это как бы дополнение к подарку, потому что именно я по чуть-чуть все набираю. Маленькой ученице я тоже собираю подарок. Я отсняла фрагмент, но, естественно, покажу уже после вручения подарка. Просто будет пока у меня на телефоне. Так, ну знаете что, наверное... Нет, все-таки даже не новогоднее, для дома я тоже покажу в отдельном видео. А это буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр.
Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Всем пока-пока.